Многие думают, что дождь убивает дрова, что стоит им намокнуть и все, суши весла. Но это неправда, это не так. Сегодня я покажу, почему сухие дрова не боятся дождя вообще. Почему вода остается только на поверхности, почему внутри они сухие и откуда вообще взялся этот миф. Смотрим без теории, только чистая практика. Но начнем с базовых вещей, вообще с заготовки дров, когда они раскололись, да, и сложились у вас в поленницу. И я подобрал некоторые моменты, да, поры года, когда дрова колол. Например, это колка дров в октябре. И если в октябре их расколоть и сразу же сложить в поленницу, я так подозреваю, что в районе февраля они уже будут готовы, потому что они вымерзнут. Это такая специфическая заготовка, да, дров. Но уже для бани, для под уголь, да, или куда угодно, хоть в костер, они уже будут фактически готовы. Если хорошие морозы. Если морозов не будет, они не вымерзнут и будут сырые, понятно, до самого июня, я думаю. За апрель, за май они уже продуются, высохнут. Здесь то же самое абсолютно, да, это колка дров в октябре. Тут уже в Новосибирской области у нас был снег, тогда какая-то неделя была очень холодная. Вот. И здесь эти дрова тоже будут, если их сразу же сложить, и будут такие морозы хорошие, как, например, сейчас. Данное видео я делаю в середине января 2026 года. Вот, декабрь, январь, они вымерзнут очень хорошо. Они уже будут сухие, влага из них выйдет. Ну а мы возвращаемся в нашу поленницу. Значит, эти дрова были заготовлены, часть из них была заготовлена в апреле, в мае. Что значит заготовлены? Распилены, расколоты и сложены в поленницу апрель-май. По-моему, даже в мае. То есть эти вот достаточно сухие. И часть из них, вот, которые правее, да, они были заготовлены вообще мной в августе. Они тоже сейчас уже сухие. То есть эти, понятно, первые за лето потоньше, которые вот они у меня сейчас в руках, они высохли. И они были под дождями, там, под снегом, под чем угодно. Вот вся эта поленница уже, она полностью сухая. Вот видите, которые потемнее, прям вот эта часть, они вообще уже лежат с апреля и с мая, поленницы. И они все сухие. Сейчас мы пойдем их проверять. Немножко растопить костер, подышать воздухом свежим. Можно хоть даже и здесь его и сделать. В принципе. То есть мы сложили дрова в поленницу, например, в марте раскололи их, да. Лесовоз, например, приехал, либо газик дров вам привезли, вы их распилили, раскололи дрова, сложили в поленницу, и они у вас лежат. И просто если они будут лежать в поленнице, они у вас уже будут сухие в районе июля, а может даже чуть-чуть и пораньше. Вот. И никакие дожди, никакие грозы, да, никакие снега их не намочат, они не станут сырыми, ежели они будут лежать, просто продуваться постоянно. Желательно их куда-то сложить, чтобы они продувались, чтобы там было солнышко и где-то сквознячок, и все, и с ними будет все замечательно, они могут так лежать, ну, не то что долгие годы, ну, в районе 3-4 лет спокойно, а то и дольше. С ними ничего не станет. Понятно, если там 10-15 лет они пролежат, может быть, они начнут преть, возможно. Вот, ну, в принципе, они могут лежать долго, также так на улице. Наверх в поленнице можно сложить что-то потолще, либо бересту, например, сложить, или потолще дрова какие-то, возможно, недоколы или какие-то пластиночки прям дополнительно. Вот, чтобы туда просто не проникала вода. Они будут сухие, ну зачем, да, или снег туда сильно не проваливался. Вот, смотрите, я решил растопить, сделать небольшой костер. И если бы они были в бане, понятно, они бы взяли сразу. Здесь я даже не готовил место, ничего там не делал, просто тупо на снегу, на отсыревшей, на холоднющей земле. Это они сухие. Звук.
Сейчас возьмутся. Вон красота. Здесь уже вон рыбачат. Конкретно. Закат. Вот здесь я такое импровизированное место для сидения себе соорудил, чтобы не на земле, а прям на дровах получилось, на сухих. Вот они разгораются потихоньку. Понятно, что это даже не печка, это просто земля. Я нашел такое укромное место здесь. Трактор, по-моему, вывернул. Вот. И местечко удачное. Вот они разгораются. Они были в снегу, во льду. Лед, снег тает, и дрова горят. Все замечательно, все работает. Вот я их там чуть-чуть буквально раздул пару минут назад. Дополнительно помочь им. А так, слышите, как шипят? Ну, понятно, что в печке бы они уже разгорелись давно. Ну, не прогорели бы, конечно, наполовину даже не прогорели, но уже хорошо бы горели и давали бы жар и тепло. Вот, пожалуйста. А вот, например, дрова, которые мы пилили в начале января 2026 года, вот и кололи. Вот эти дрова, значит, бабушка их сложит сейчас в январе, и они будут готовы, я так думаю, к маю где-то. И они просто у нее будут лежать в поленнице, и все. И она будет потихонечку их брать. Они сейчас еще хорошенько промерзнут. Вот, в мае еще, ну, смотря какая погода будет, конечно. Но если будет там средняя, условно, такая, да, я думаю, к концу даже мая они будут вообще прям звенеть, да, как в начале видео было. Поэтому никакая влага, никакие снега, ничего это им не сделает, если дрова просто нормально сложены в поленницу. Отдельно еще будет про это видео, вот, как их правильно складывать. И они у вас будут всегда сухие. Не надо их заносить там в сарайку, ну, если только она там проветривается у вас хорошо, да, какой-то склад с дровами, тогда да. А если нет, то лучше высушить их, а потом переложить уже под навес, да, и спрятать куда-то. Потому что на улице с ними точно ничего не будет. Держите свои, да, дрова сухими, наслаждайтесь, топите камины, печки, бани, шашлыки, ходите в походы, да, берите их с собой, вот, и наслаждайтесь.